Hello everyone! Today we're going to talk about the New Year and Christmas in Russia. Because so many of my students keep asking me questions. Why don't we celebrate it on December 25? Do we have Christmas trees? Do we have Santa Claus? All those questions. And today I will tell you about history of this holiday in Russia, then in Soviet Union, then in Russia again. And I will do it in slow Russian as usual. So, if you speak Russian pretty well, don't use the subtitles. If you still don't understand me or you don't speak Russian at all, you can turn the subtitles on English or Russian. But please, as usual, try to concentrate on listening. Okay, here we go. Новый год в России один из самых любимых праздников. Но его история в нашей стране довольно непростая. Давайте вспомним, как отмечали Новый год раньше. Древние славяне отмечали начало Нового года в конце марта, то есть весной, и это логично. Кончается зима, начинается новая жизнь, природа просыпается. Отличное время для начала Нового года. Символом праздника тогда, конечно, была не елка. Это был костер. Костер, огонь, как символ новой жизни, начало чего-то чистого и нового. После принятия христианства в X веке изменилось и летоисчисление, изменилось все. И Новый год стали отмечать в сентябре, 1 сентября. Это просуществовало очень долго. Петр I на рубеже 17-18 веков хотел сделать Россию частью Европы, поэтому Новый год стали считать с 1 января. Но здесь случилась странность. Остальные христиане, то есть католики, перешли на новый календарь, на григорианский календарь, а в России это делать отказались. Наши верующие посчитали, что это неправильно, это нарушение. Поэтому Россия, православная церковь, до сих пор считает церковные праздники по юлианскому календарю. Именно поэтому мы отмечаем Рождество не 25 декабря, а 7 января, то есть на 13 дней позже. Эти 13 дней разница в календарях. Рождество одно и то же, просто в разные календарные дни. Со времен того же Петра I символом Нового года и Рождества стала елка, конечно, рождественская новогодняя елка. Но в 1914, когда началась Первая мировая война, елки попали в опалу. Елки чуть было не запретили совсем, потому что родина этого символа – вражеская Германия. Поэтому несколько лет к елкам относились скептически. После революции в 1917 году с приходом к власти большевиков сначала все было по-прежнему.
Елки были символами, Новый год и Рождество также отмечались, и только в конце 20-х, потом в 30-е годы Новый год и особенно Рождество стали символом зла, стали символом прошлых буржуазных традиций, от которых надо было избавиться. Поэтому празднование Нового года и Рождества было официально запрещено, была очень сильная антиновогодняя и антирождественская пропаганда. За несоблюдение можно было попасть в тюрьму на полном серьезе. Попасть в тюрьму за то, что празднуешь Новый год. Потом, конечно, Новый год вернулся, но не Рождество. Теперь елка стала атрибутом Нового года. Звезда, которая на верхушке елки, стала красной. Красная звезда – символ Советского Союза, символ партии, поэтому звезда по-прежнему украшала елку, но звезда красного цвета. Сегодня мы по-прежнему отмечаем Новый год 31 декабря и Рождество 7 января. Но в России Новый год гораздо масштабнее. Именно на Новый год мы наряжаем елку, мы ждем подарки, дети ждут Деда Мороза, который придет 1 января, чтобы поздравить их. То есть все, что ассоциируется на Западе с Рождеством, у нас это же происходит на Новый год. А наше Рождество – это религиозный праздник. Его отмечают верующие и отмечают гораздо скромнее, чем Новый год. And that was it for today. Thank you very much for watching. Happy New Year and Merry Christmas, and I hope that in the next year you will stay with me and keep learning the Russian language. Well, thank you again, and I hope to see you in my next video. Bye bye!